Ой, кто это к нам прилетел? Посмотрите, какая весенняя радость. Птицы и бабочки. Сейчас рассмотрим их всех повнимательнее. Похолодало, но весна все равно наступает и придет в свои права, и прилетели бабочки. Вот эта красавица в сочетании синего и охристо-желтого цветов, наверное, это павлиний глаз. Посмотрите, какая милая. И это, смотрим клеймо. Синее клеймо, ветряная мельница, это Карл Энс, который известен производством высококачественных статуэток, бабочек, птиц, животных. Специально изучал анатомию флоры и фауны, чтобы делать реалистичные статуэтки. Порцеланфабрик Карл Энс была основана в 1899 году, но это был не первый фарфоровый бизнес семьи Энс. Карл Энс-старший основал в 1860 году Трибнер, Эрнст und Company, а в 1999 году он покинул компанию, чтобы начать новый бизнес, который быстро завоевал репутацию производителя высококачественных изделий. У основателя компании было два сына – Карл и Эдуард. Карл-младший управлял фабрикой с 1919 по 1939 год. А в 1972 году прошлого века компания была национализирована и стала частью ФЭП Зитцендорфен Porzellanmanufaktur и стала называться ФЭП Unterglasur Porzellanfabrik. ФЭП – это форма собственности, это вам такая подсказочка. Если увидите буквы ФЭП, расшифровывается как Volkseigener Betrieb, государственное предприятие, это всегда ГДР. Ну и, как видим, Карл Энс стал частью фарфоровой мануфактуры в Зитцендорф. Бабочка – это ручная роспись, размах крыльев 9 сантиметров. Но это не единственная бабочка, к нам прилетели еще. Давайте посмотрим. Вот эти две красоточки. Давайте подвинем поближе их. В мягком зеленом и охристо-рыжем цвете. И вторая в нежно-голубом и розовом. Так, сейчас фокус поймаем, что-то не ловит. О! Вот так хорошо. Да, замечательно. Эти две красоточки, тоже ручная роспись, размах крыльев 8,5 сантиметров. И это фабрика. Давайте посмотрим клеймо, перевернем. И здесь у нас фокус. Давайте фокус. Фокус-покус. Есть? Да. Якорь. И это у нас фабрика, которая известна как Эрнст Бонне Зёне. Эрнст Бонне из Кумбаха, это район города Рудольштадт в Тюрингии, Германия, основал бизнес по росписи фарфора в 1848 году. Из этой студии по декорированию фарфора, то есть художественной мастерской, и возникла фарфоровая фабрика Эрнст Бонне Рудольштадт. В
1850 году была построена обжиговая печь и началось производство фарфора. А годом основания фарфоровой фабрики Эрнст Боне считается 1854. После основания фабрики Эрнст Боне прожил всего 2 года, и в 1856 году бизнес продолжили его 3 сына – Густав, Карл и Давид. И фабрика стала называться Эрнст Боне Söhne, дословно «сыновья Эрнста Боне». Не совсем корректно говорить Эрнст Боне и сыновья, поэтому мы будем говорить так, как звучит по-немецки. Эрнст Боне Söhne. Смотрите, тоже красивая проработка деталей. Очень эффектные бабочки. Искали много их на барахолочках, но, к сожалению, очень часто они попадаются со сколами. А вот эти в великолепном состоянии. Пани продавала бабочки из личной коллекции. Иногда коллекционеры продают свои предметы, чтобы купить новые. В 1870 и 80 годах фарфор Эрнст Боне Söhne был отмечен несколькими наградами. Фабрика известна также своими имитациями фигурок Каподимонте и фарфоровыми изделиями в дрезденском стиле. У Эрнст Боне Söhne были торговые представители в Берлине, Гамбурге, Вене, Париже и Лондоне. Известное клеймо «Якорь». Давайте еще раз глянем. Вот оно. Фокус. Фокус. Поймали? Есть. Клеймо «Якорь» использовалось с 1878 года. Давай посмотрим на вот этой охристо-зелененькой. Здесь, по-моему, якорь выглядит более четко. Да. Вот. Сейчас Чётко. поймаем Давайте свет. поймаем. О, отлично. Есть. Есть. А в 1919 году Эрнст Боне Söhne были выкуплены фарфоровой фабрикой Gebrüder Хойбах, братья Хойбах, в городе Лихте. Gebrüder Хойбах в Лихте обанкротилась в 1937 году, и тогда филиал Эрнст Боне Söhne был выкуплен Альбертом Шталем и переименован в Альберт Шталь und Company. Эта компания также использовала якорь, клеймо в виде якоря. Вот такие роскошные бабочки к нам прилетели. Все подробности о них можете задавать нам в Telegram. Ссылочка на канал в описании. Но у нас есть еще маленькая бабочка. Эти бабочки были в размахе 8,5 сантиметров, а есть еще вот такая малюточка. Размах крыльев 6 сантиметров. И здесь, смотрите, совсем другая идет техника. Еще золочение, подчеркивание золотом. Вот как блестит. Да. Вот такая малюточка у нас от... Смотрим клеймо. Давайте посмотрим. И это... Вы догадались? Это гёбель. Давайте сравним размеры этих бабочек. Большие бабочки от Эрнст Боне Söhne, Альберт Шталь и Карл Энс, и малюточка от Гёбель. И посмотрите, как интересно. Анатомически тельце бабочки очень четко прописано у больших бабочек. И здесь, и здесь. А у Гёбель более схематично. Зато у нее
ножки нарисованы. Да. Такая вот малюточка. Даже не только нарисованы, они рельефные ножки. Объемные. Да, вот обратите внимание на бабочках Ernst Bonne Söhne Albert Stahl. Вот такие дырочки можно крепить на стену. От красоты бабочек даже фокусировка. Да, исчезает. Это маленькая бабочка от Göbel. Фарфоровый бизнес был основан Францем Детлефом и Вильямом Гёбелем в 1871 году. Вначале компания занималась изготовлением мрамора и сланцев, но вскоре начала изготавливать фарфоровую посуду и статуэтки. В 1893 году компания уже полностью принадлежала Вильяму Гёбелю. Элитный фарфор экспортировался в Америку. Фабрика также производила статуэтки в стиле Майсон. В 1911 году управление фабрикой взял на себя Макс Луи Гёбель. Он принес в компанию новаторский дух. Одним из примеров его нового подхода стал люксовый бренд Kunstwerkstätten Wilhelmsfeld. Благодаря внуку основателя Францу Гёбелю в 1935 году появились на свет знаменитые статуэтки Хуммель. Это детишки. Такая замечательная бабочка. Давайте еще раз посмотрим клеймо. Такое клеймо встречается очень редко. И это 1935-49 год по клейму. А вам, наверное, известны фигурки Гёбель? Птицы. Сейчас мы тоже их рассмотрим. Две птички прилетела. Сейчас подвинем все бабочки и рассмотрим птичек. Гёбель делает птицы тоже анатомически четкими. Убери вот эту бабочку гёблевскую. Ага, спасибо. Это воробушек. Тоже ручная роспись. И он в глазури. Посмотрим клеймо. Вот такое клеймо. И обязательно Гёбель в тесте ставит номер модели, по которой можно по каталогам найти эту фигурку. И еще одна фигурка у нас. Это горехвостка. И это уже бисквит, бисквитный фарфор. Вот такая красавица. Высота воробушка 8 сантиметров. Высота горехвостки с хвостом 10 сантиметров. Как она задорно приподняла хвостик, видимо, в хорошем настроении. И сидит на еловой веточке. Да, похоже, еловая ветка. Посмотрим клеймо. Вот видите клеймо и тоже в тесте номер фигурки. Как правило, все фигурки производят в двух вариантах. То есть существует горехвостка и в бисквите, и в глазури. Еще одна фигурка птиц высотой 18 сантиметров. Такая группа синички едят подсолнух. Очень красивое цветовое решение, мягкие полутона, эффектный оттенок морской волны, очень хорошая проработка деталей, даже все семечки на подсолнухе. Вот такая очень приятная цветовая гамма.
Листочки красиво как проработаны тоже. Да. И посмотрим, что это у нас за фабрика. Сейчас словим клеймо. Вот, хорошо у нас видно. Это фарфоровая фабрика Айрис Клуж-Напока, Румыния. Основана была в 1922 году. Это была первая в стране фабрика изящных керамических предметов домашнего обихода. Также тут изготавливали предметы роскоши. Продукция с клеймами Айрис Клуж-Напока пользовалась большим спросом как на рынке Румынии, так и в странах социалистического блока. Изготовленные на фабрике вазы до сих пор украшают помещение в здании румынского парламента. А у нас вот такие синички. Красавицы. Вот такая распаковочка летающих красоток у нас сегодня. А кто вам больше нравится? Птицы или бабочки? Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока!